Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. В прошлых двух видео мы с вами вместе связали все детали для будущей мышки-нарушки, а сегодня займемся сборкой и получим уже готовую игрушку. Итак, приступим. Сначала пришьем ножки, приколем их английскими булавками таким образом, чтобы они располагались под небольшим углом относительно друг друга. При этом игрушка должна устойчиво сидеть на ножках. Вставляем нить в иглу и сначала пришиваем ножку по вот этому краю. Делается это так. Захватываем петельку тела и захватываем петельку ноги. Опять захватываем петельку тела и захватываем петельку ножки. Таким образом пришиваем до конца этой линии. Теперь английские булавочки можно убрать. Вводим иглу в основание последнего стежка и выводим ее с внутренней поверхности ножки посерединке. И теперь пришьем ножку к телу, к дну тела по прямой линии между ножкой и телом. В конце делаем узелочек. Хорошенечко затягиваем ниточку. Еще один. Вводим иглу в основание узелочка. Выводим с другой стороны ноги. И прячем ниточку внутри ножки. Вот таким образом мы с вами пришили ножку. Она пришита по этому краю и изнутри пришита к телу. Таким же образом пришиваем вторую ножку.
Вот таким образом мы с вами пришили две ножки. Хвостик у нас служит дополнительной опорой для того, чтобы игрушка не просто ровно сидела, но и не заваливалась назад. Поэтому хвостик я присоединяю английскими булавками к одной игрушке рядом с ножками, при этом чтобы он смотрел в бок, для того, чтобы в дальнейшем хвостик красиво лежал рядом с игрушкой. Пришиваем хвостик так же, как и ножки. Сначала делаем несколько стежков у основания хвоста, а затем выводим иголочку между хвостом и телом и пришиваем хвостик изнутри к игрушке. Начинаем пришивать. Захватываем петельку тела, захватываем петельку от хвоста. Делаем так несколько стежков. Убираем английские булавки. Выводим иглу с внутренней поверхности хвостика. И пришьем к телу, захватывая петельку тела и петельку хвостика поочередно. Чтобы мне было удобно, я вот так потихонечку по мере пришивания загибаю хвостик. Теперь затягиваем ниточку и делаем пару узелочков. Вводим иглу в основание узелка, выводим с другой стороны хвоста и прячем ниточку в хвостике. Вот таким образом мы с вами пришили хвостик. Теперь игрушка очень устойчиво сидит и не заваливается назад. Чтобы пришить ручки, приколем их к телу по бокам английскими булавками. Таким образом, чтобы хвостик от ручки располагался между ручкой и телом, внутри. Вставляем нить в иглу и вводим иглу в основание английской булавки одной ручки. Выводим ее с противоположной стороны, в то место, где у нас расположена вторая английская булавка. Отодвигаем ручку и захватываем одну петельку ручки с внутренней стороны. Английскую булавку можно убрать, а то она мешает. Вводим теперь иглу ровно в то место, откуда выходит ниточка, и возвращаем ее обратно. Тоже ровно в то место, где у нас расположена ниточка.
английскую булавку вторую можно тоже убрать. Вот как у нас получается. Немножечко натянем ниточки. Захватываем петельку ручки с внутренней стороны. Повторяем процедуру второй раз. Вводим иглу опять же в то место, куда вводили в прошлый раз. Выводим с противоположной стороны. Захватываем опять петельку с внутренней стороны ручки. Возвращаем иглу назад. Теперь затянем ниточку, но не очень туго. Делаем узелочек с внутренней стороны и прячем хвостик в ручке. Вот таким образом мы пришили ручки. При этом они двигаются вверх-вниз. И вторая ручка тоже двигается вверх-вниз. Ручки пришиты. Ну и теперь самое интересное. Оформим мордочку. Сначала пришьем ушки. Пришиваются они очень легко. Приколем их к голове английскими булавками по бокам на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы можно было в дальнейшем пришить сюда челку. Вставляем нить в иглу и делаем пару стежков у основания каждого ушка. Делаем узелочек и прячем ниточку внутри тела. Вот пришили одно ушко. Точно так же пришиваем второе. Вот мы пришили два ушка. Теперь займемся носиком. Приколем его к верхней части тела посередине, естественно, таким образом, чтобы кончик носа смотрел вверх. Я его присоединила к голове на расстоянии 7-8 рядочков вниз от макушки. Вот верхняя часть носика у меня расположена. Начинаем пришивать. Вставляем ниточку в иглу и действуем таким образом. Захватываем петельку головы, затем захватываем петельку носика, затягиваем ниточку. И так по кругу, пока не пришьем весь носик.
Вот мы пришили носик. Теперь можно делать узелочек и прятать ниточку в носике. Вот посмотрите, как красиво получилось. Носик пришит. Теперь пришьем косу. Кладем ее на макушку головы между ушек. Вставляем хвостик в иглу и начинаем пришивать. Вот так, пару стежочков сделали достаточно. Теперь приподнимаем челочку, делаем узелочек и обрезаем ниточку. Теперь можно челочку обрезать так, как нам нравится. Покороче, естественно, она получилась очень длинная у нас. Вот как получилось. По длине косу тоже можно подровнять. Ну и пришло время глаз. Одну ресничку мы разрезали ножницами пополам. И теперь приклеим с помощью клей Момент Кристалл каждую ресничку к глазику. Набираем клей зубочисткой. И наносим на реснички. Приклеиваем. То же самое делаем со вторым глазиком. Так как реснички у нас с одной стороны длиннее, с другой стороны короче, необходимо их подровнять ножницами по длине. Чуть-чуть подрежем их. Вот такие глазки у нас получились. Теперь их приклеим к игрушке. Я заливаю клей во всю полость глаза с внутренней стороны. Вот один глаз готов. Сразу заливаю во второй. Второй глазик готов. Приклеиваем их к игрушке над носиком близко друг к другу. Клей потом распределится внутри по всей поверхности и хорошо закрепит глазки. Необходимо обязательно дождаться, пока клей полностью высохнет. При необходимости можно подрезать челочку покороче, в зависимости от длины ресничек и от того, где расположились в конечном итоге у нас глазки. Вот так мы приклеили глазки. Вот такая забавная мышка-наружка у нас с вами получилась.
Если вам понравилось со мной вязать, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вяжите с удовольствием! До новых встреч!